Как я здесь оказался? Ну да. В предыдущих выпусках мы выдвинулись из Москвы в сторону юга России, проехали Калугу, Тулу, Воронеж и поделились своими впечатлениями с вами. Надо осмотреться, где мы сегодня. Чувак, ты что там делаешь? Ты смотрел, как я сплю? Ты снимал, как я сплю? Чувак, это странно. Это, конечно, профессионально, что я не проснулся, но это странно. Где мы, кстати? Куда попали? Саратов? Саратов – город хоть и провинциальный, но очень красивый и богатый на историю, культуру, традиции, архитектуру, молодежь и великих, но скромных людей, которые внесли огромный вклад в развитие региона и целой страны. Я первый раз в жизни на берегу большой реки. Да, конечно, мы снимали в Нижнем Новгороде, но это было зимой, это было немножко по-другому. Но вот так, чтобы быть на берегу реки, это в первый раз. И, честно говоря, я приятно удивлен, так как я думал, что надо жить на берегу либо большого озера Онежского, либо на берегу моря, потому что морской воздух, большой горизонт, простор. Но, ё-моё, это Волга, ребята, это самое узкое место Волги, и оно больше 2 километров. Здесь очень классно, здесь нету акул, здесь никто не ходит, не продает никакую дичь на пляже, здесь нет медуз, никто тебя не укусит. Здесь можно купаться, потому что вода достаточно чистая. Проверять мы это пока не будем, но мне нравится, мне нравится. Начать наше знакомство с Саратовом я предлагаю с набережной Волги. Набережная космонавтов носит такое название прежде всего потому, что стартует с памятника самому известному в мире космонавту – Юрию Гагарину. Здесь он учился в местном индустриальном колледже, потом здесь учился в школе летчиков, и здесь же, вот на том берегу Волги, приземлился после своего первого полета. Памятник этот, мне сказали, местные не очень любят, потому что он выглядит как-то, как обычный памятник. Закрой ему лицо, и он будет похож на памятник Ленину, Кирову, ну и другим советским деятелям. Вот так. Даже беглым взглядом видно обилие декоративных деталей. Это неожиданно армянский туф, камень, который очень распространен в Армении. Я там был, я его видел. И, кстати, еще интересный факт, что Саратов и Ереван расположены в одном часовом поясе. То есть в Саратове +1 от московского времени. Хоба! А это необычное освещение. Здесь, в Саратове, было, по сути, первое электрическое уличное освещение в России. Здесь жил человек Яблочков, он это все придумал. И, собственно, свет этот был такого золотистого, ярко-желтого цвета. Отсюда и неофициальный гимн Саратова. Огней так много золотых на улицах Саратова. Но и глядя на яркие детские рисунки мелом, мне тоже захотелось оставить свой след в облике города. Если кто-то хочет сказать некрасиво, я вам скажу, мне все равно, я так чувствую. Там даже кусочек ногтя моего остался. Вон там за рекой уже другой город, это Энгельс, и к нему можно добраться по этому мосту на троллейбусе. Кстати, когда открывали этот мост, он был самым длинным в Европе, почти 3 километра, но если хотите по нему прокатиться, то торопитесь. Говорят, этот мост скоро могут либо снести, либо сделать пешеходным, поэтому если вам нужны крутые кадры на мотоцикле или из люка троллейбуса, спешите в Саратов. Гуляя по Саратову, стоит отметить, что над его благоустройством неплохо поработали. Некоторые зеленые зоны вообще отдельный вид ландшафтного искусства. Вообще исторически эти сады назывались общественные. Служба в храме долгая, хотелось отдохнуть между службами или после службы и пообщаться. Страшное время, отсутствие интернета и телевизора. Сегодня нам это трудно представить. Очень страшно, очень страшно. Но когда-то так было. И каждый день люди собирались и обменивались последними новостями. Отсюда само название «общественное», ведь сюда собирались, чтобы пообщаться. Город четко делится на старую, историческую часть и новую, современную, не только территориально, но и визуально. Это панорама города Саратов. Она поделена на две части 5
людьми, которые прославили этот город. Там старый Саратов, здесь новый. Смотрите, какой яркий храм, наверное, самый пестрый из всех, что мы снимали. Очень похож на собор Василия Блаженного, но это, конечно же, не он. Даже копии не назвать. Но вот тут такая своеобразность, и название тоже необычное, называется «Утоли мои печали». Если вы любите гулять пешком и фланировать по городу, то вам прямая дорога в Саратов. Почему? Потому что здесь вас ждет пешеходное кольцо протяженностью 8 километров. 8, Карл, километров. Понятно, что Саратов не самый красивый на планете, да и даже в России город, поэтому его молодые, судя по всему, художники стараются как могут украшать, делать арты, и молодцы, что их ЖЭК не замазывает. Привет, Петербург! Историческая часть города тоже не остается без внимания художников и уличных артистов. Классно, что в таких местах, где много истории, она сохраняется не только государством, вот так, как это видит государство, а еще и местными предпринимателями, молодежью. Они пытаются в местах с такой глубокой, большой историей делать что-то современное, чтобы люди сюда приходили, может быть, просто попить вкусный кофе, но при этом погрузились в историю этого места и как-то вдохновились тем, что здесь было раньше. Саратов разный, и его архитектура тоже разная. Поэтому не удивляйтесь, если встретите то, что видели раньше только на картинках. Пизанские башни вообще встречаются в разных городах. И как бы практически все волжские города хвалятся своими пизанскими башнями. У нас тоже такая есть. Перед вами колокольня первого каменного храма нашего города Троицкого собора. Крен она дала еще в начале 19 века, тогда очень серьезно встал вопрос о том, чтобы снести собор. Но его спасли купцы Устинова, построив обходную галерею, треугольные контрфорсы, вот такие специальные укрепления. Так уж получается, что да, была нарушена архитектура нарышкинского барокко, когда храм стоит отдельно от колокольни, но зато удалось спасти сам храм, и это было для нас ценно и важно. Кажется, вы стали забывать, что во всех наших путешествиях мы активно пользуемся мобильным приложением Кведа. Достопримечательности, экскурсии, кафе и рестораны, гостиницы и просто интересные места – все это буквально у вас на кончиках пальцев. Ну а мы тем временем погуляли по карте Кведа и отправляемся в местные тропики. Если бы камера передавала запах, то, во-первых, всем ведущим пришлось бы в 2 раза чаще мыться. Во-вторых, вы бы испытали такой же кайф, как я, потому что здесь пахнет очень ярко. Мы в месте, где всегда лето, здесь пахнет цитрусами, лимонами, мандаринами, ананасами. И здесь просто классно, потому что это оранжерея, здесь зелено и очень тепло. Но говорят, здесь есть кое-что опасное. Но, как и в любых тропиках, стоит быть аккуратным, так как здесь водится некий опасный зверь, то ли ящерица, то ли игуана. И вот такие райские птички. А я думал, сова. Все, извини. Что с ним делать-то? Я же не могу его пнуть в ответ. Забираю свои слова обратно. Птички тут скорее бойцовские. Похоже, придется сначала сразиться с птичьим боссом, чтобы добыть лимонов. Мы разошлись мирно. Пока что у нас подписан мирный договор, претензий в данный момент не имеем. Но вы понимаете, что здесь лимонарий место опасное внезапно. Лимоны здесь, кстати, как положено, потому что в магазине мы привыкли видеть лимоны примерно вот такие, а здесь размером такой большой, мощный, прямо как мой мозг. Не то, что у того петуха. Да больно, ну правда, уйди. Ладно, я понял. Обещаю быть толерантным и политкорректным. Вот это дерево максимально необычное. Одно дерево, 3 вида плодов. Здесь растет лимон, мандарин и апельсин. Получается, что это дерево не бинарное, оно тринарное. Куда мы попали? В чем смысл этого места, кроме просто прийти полюбоваться? Ну, место уникальное, это саратовский лимонарий, а уникально оно тем, что, придя к нам, вы в любое время года окунетесь в лето, и не просто в лето, а в тропическое лето. Это как в Бразилии. Это даже круче, чем в Бразилии. Что происходит с плодами, которые здесь созревают? Это просто выставочные экспонаты, из которых вы потом делаете лимонады, или это потом продается куда-то?
как вы правильно заметили, мы из них и лимонады делаем, и мармелады делаем, а также их можно употреблять как обыкновенные лимоны, потому что это и есть самые что ни есть настоящие лимоны. И помимо, если их всего, если их сравнивать с лимонами, которые мы в магазине покупаем, да, это свежайшие лимоны, которые... Они огромные. Сорт советский был выведен в 1970 году в Советском Союзе. Пробуем лимонад местный. Это получается уже лимонадий какой-то. О, кисло будет. Нормально, вкусно. Не газированный. Помимо цитрусовых, здесь обитают более 40 видов растений. Ананасы, папайя, бананы, манго и интереснейшее растение, которое умеет проявлять свои эмоции. При прикосновении она стесняется и складывает листочки. А с чего начался лимонарий? С мечты. С мечты, вот именно с желания круглый год находиться в летней атмосфере. У меня мама выращивает дома лимоны, но у нее за год вырастает примерно один лимон, гигантский, она им гордится весь оставшийся год, и потом выращивает следующий. Но здесь, я так понимаю, пошли дальше. Это все началось примерно с такой же маленькой фантазии. Да, но у нас тут возможность чуть-чуть побольше. Все-таки мы не в горшочке выращиваем лимоны, а как вот в грунте. Вот. А лимон, да, мама, почему один лимон собирает? Потому что лимон, плод лимона очень долго вызревает, он вызревает 9-11 месяцев. Я думаю, что сюда классно приходить зимой. Представляете, у вас тут вокруг серость, грязь, холод, и хочется чего-то теплого, вы приходите сюда. Здесь еще есть классная подсветка. Кстати, мы видели, что вокруг деревьев намотаны контуры, и это, оказывается, никакие не зарядки, это просто светодиодная подсветка. Поэтому, если вам нужно будет зарядиться теплом тропиков, а в Бразилию лететь все еще дорого, вот можно сюда сходить. Можно даже приложить телефон и послушать, что нам скажет это дерево. Вот это поворот! Теперь переносимся обратно из тропиков в реальность. Богатая разнообразием архитектура города – это не просто полет фантазии, это продуманная урбанистика. Вот как, по-вашему, какую функцию выполняла вот эта крытая уличная галерея? Неподалеку отсюда было 2 торга, то есть 2 базара, на которые ходили горожане. И в случае начала дождя нужно было где-то укрыться. Вот эту функцию выполнял что гостиный двор в Петербурге, что крытая галерея здесь, при духовной семинарии. Хотя само здание это не торговое, а это образовательное учебное заведение. Кто здесь учился? Здесь была духовная семинария. В этой семинарии и учился известный наш писатель-земляк Николай Гаврилович Чернышевский, именем которого назван университет. Его имя долгие годы носил театр оперы и балета. Ну а вообще имя Чернышевского известно во всем мире. И случайно у нас проходит даже международная конференция, на которой съезжаются ученые со всего мира. Представьте себе, итальянцы, французы, японцы учат русский язык, чтобы читать его романы в оригинале. С такими мастодонтами культуры, как Чернышевский, неудивительно, что местные жители скромно так кидают вызов главной культурной столице России. Так мы же театральный город, как говорил Олег Павлович Табаков, куда ни плюнешь, везде в России попадешь в саратовского актера. Мы же не виноваты, что мы такие театральные. Действительно, у нас огромное количество театров. Вы приехали в город, где появился первый стационарный цирк России. Вы приехали в город, где появилась первая публичная картинная галерея России имени Радищева, который пускал в свои стены не только мещан-дворян, но даже крестьян по праздникам, но с условием, что они должны быть обуты и одеты. А что касается театров, у нас есть и театр кукол, и драматический театр, и театр юного зрителя, и огромное количество малых театров. А еще, вы знали, что в Саратове есть особый музыкальный инструмент, который изобрели именно здесь и которым пользуются до сих пор? Вопрос номер 1. Кажется, я всю жизнь неправильно называл гармонь. Я называл ее гармонь, гармошка, а правильно гармоника. Правильно, и гармонь, и гармоника, и гармошка. Просто в простонародье это называется гармошка, а вообще, в принципе, гармоника. Саратовская гармоника, музей саратовской гармоники. Если вы скажете музей саратовской гармонии, то это в единственном числе. А гармошки? Гармошки – это в простонародье. Расскажите, что такого особенного именно в саратовской гармонике? Чем она отличается от других?
Но она отличается прежде всего размерами, конечно, колокольчиками и тем, что на одной кнопочке живут две ноты. На разжим одна нота, вжим другая. Поэтому если мы захотим услышать какую-то мелодию, которой нет у меня в репертуаре, я не смогу сразу сыграть ее. Мне нужно будет подобрать на слух, посидеть некоторое время, а потом только сыграть эту мелодию. То есть отличие не просто в каких-то методах изготовления, дизайне, а прямо даже в том, как на ней играть. То есть человек, который приехал из, например, условно Германии, учился играть на аккордеоне, приехал, и он не получится у него. И никогда не сможет сыграть на этом инструменте. Тем он и уникален, конечно, этот инструмент. Здорово. Соответственно, для того, чтобы играть на саратовской гармонике, нужна какая-то своя музыкальная школа? Нет, мы сольфеджио не изучали, мы все играем на слух. Друг против друга сидим, показываем, с какой кнопочки начинается, сколько раз на разжим, сколько раз вжим, а иногда просто в одиночку сидим и подбираем любую мелодию, которая нам нужна. Получается, даже если вы умеете играть и знаете нотную грамоту, вам все равно придется взять курс обучения игры на саратовской гармонике. Какая веселая она! Да, мажорный инструмент. А где их сейчас делают? У нас 2 мини-фабрики по 4 человека в каждой. Сергей Липатов, да, Олег Аристархов. Вот они изготавливают саратовские гармоники на заказ. Сколько стоит гармонь? Но сейчас говорят от 65. Но на Авито можно в пределах 10 найти. Но она будет, конечно, не играть. Ну, новая. Случай. Новая. А новые 65 где-то, да, так. Гуляли тут по городу и увидели огромное количество афиш, огромное количество театров. Я был удивлен, какое их количество здесь, даже в сравнении с Петербургом. Как думаете, что гармонь и гармоника тоже продолжает и насыщает культуру Саратова? Ну, это безусловно, потому что это является первым брендом, в общем-то, который опередил даже по интернет-голосованию самого Гагарина. Гармония! Вау. Да. По узнаваемости и ассоциативности с Саратовым? Вот именно ассоциативности с Саратовым, поскольку это бренд не только калач саратовский, но еще у нас игрушка есть Петра Африкантова, тоже бренд. Вот у нас 3 бренда таких основных, но вот гармошка самый такой первый и значимый бренд. Собственно, карточку этого объекта вы можете найти в нашем приложении. Открываете. Здесь можете найти фотографии. Вот гармошки здесь на месте. Что за категория? Музей. Художественный музей. Описание, что здесь происходит. Карта, чтобы сюда можно было добраться. Ну и контакты, конечно же, чтобы вы могли найти самые интересные места. А я пока посмотрю что-нибудь еще. Все, парни, давайте, я на дискотеку. Что ж, зрелища мы посмотрели, переходим к разделу «Хлеб» и еще одному визуально узнаваемому бренду Саратова. Вот так выглядит саратовский калач. Так выглядит саратовский калач, и так он тоже, вот там целый калачный ряд. А почему он выглядит именно так? Как будто это кекс или какой-то грибок, а не в форме вот такого бублика большого, который вроде привычен. Вообще слово калач происходит от старославянского слова коло, то есть круглый, даже не через А, а через О. Это очень старый хлеб, который возник еще в XIV веке на Руси, распространен там, где есть все славяне. Когда сюда приехали немцы, здесь уже выпекали хлеб вот такой вот формы. Назывался он не калач, а просто хлеб, который выпекали все переселенцы. Когда мукомолы стали производить из уникальной муки, из уникального пшеницы, которая здесь выращивалась, белотурки, муку, сюда приехал Дмитрий Иванович Филиппов, это московский владелец московского бизнеса хлебопекарного, самый известный, филипповские булочные московские. Здесь он брал муку для своего производства. Они испекли саратовский калач, который понравился тогда практически всей России.
И еще до революции его поставляли к императорскому двору, и он стал таким брендом еще дореволюционным. Видов калачей очень много. Они бывают из разной муки, разного размера и формы. Вот, например, раньше модницы ходили с хлебными сумочками. Ну а что, и красиво, и практично, и перекусить можно. Ну, во-первых, наш саратовский калач, он хранится достаточно долго, хотя в нем нет никаких консервантов. То есть, если обычно... Он просто такой же терпеливый, как его создатель. Если обычный хлеб, он у нас 3 суток должен храниться по всем ГОСТам, то наш саратовский калач, хотя в нем здесь, еще раз подчеркиваю, никакой химии нет, он может храниться до 7-9 дней. Вот теперь я вам продемонстрирую фокус. Видите, я его нажал. А вот теперь факты из истории, когда вот сочетание вот этой твердой и мягкой пшеницы саратовских сортов, опять же, да, определенная технология способствовала такому понятию силы муки. Это понятие «сила муки» неразрывно связано с работами Николая Вавилова, номинанта Нобелевской премии, который занимался вопросами селекции растений. Николай Иванович хотел быть полезным для общества. Одной из его миссий было накормить всех людей, но самого его ждала трагическая судьба. Здесь, в университете, сохранилась мебель и библиотека ученого. После такого питательного сюжета теперь самое время подкрепиться. Пора покушать. Мы пришли в заведение, называется «Гастродвор». Здесь можно отведать разные кухни. И, собственно, это выглядит, как будто это модное местечко из Москвы и Петербурга. Ну, пойдем проверим. Здесь у вас будет очень большой выбор блюд из разных кухонь мира. Но сегодня жарко, тут весело и многолюдно, а освежающие капельки так и подталкивают заказать чего-нибудь азиатского. А чтобы бодро продолжить нашу прогулку по Саратову, давайте взбодримся свежим кофе. Но даже тут нас поджидают сюрпризы. Кстати, двери. Вы знаете, мы любим двери, и вот эти двери, они настоящие, сохранились аутентичные старые двери, какие здесь и должны быть. Пойдем в подвал. Сказали, здесь есть подвал. Мы любим подвал. Старый Саратов вообще известен своими секретными подвальными помещениями. И именно здесь есть одна городская легенда. Когда оборудовали уборную в подвале здания по Московской 9, был найден тайник. Ага, вот. Можете здесь посмотреть как раз тот самый подземный ход. Его, говорят, нашли, когда делали ремонт в туалете. Просто бабахнули по стене, все развалилось. И вот нашли подземный ход, туда, правда, пройти нельзя. Но достаточно необычно, вы умываетесь, ждете здесь зеркало, а в итоге там какие-то черепушки. Казалось бы, вопросик есть, что здесь делает в Саратове Дед Мороз и друг его, Санта-Клаус? Ничего подобного, это основатели города Засекин и Туров. Так что, ребята, знаете в лицо тех, в кого вы верите. Факт из истории. Саратов строился трижды в разных местах, но в любом случае основателями города считаются князь Григорий Засекин и боярин Федор Туров в 1590 году. Парк Победы в Саратове необычен тем, что здесь большое количество сохраненной советской техники времен, собственно, Второй мировой войны, и она прям в отличном состоянии. Здесь не просто какой-то классический танк или пушка, здесь есть, например, установка, которая светила в небо, чтобы выявлять самолеты противника. Полевая кухня, и все это выглядит классно, потому что конкретно, ну, вот такой автомобиль, он явно был произведен еще до войны и выглядит очень хорошо, несмотря на то, что у него есть деревянные детали, вот как здесь. Саратов – город трудовой доблести, и здесь на одной из самых высоких городских точек раскинулся Парк Победы. Поднимаясь к обелиску Журавли, на самую высокую точку парка вы пройдете по лестнице с выгравированными названиями городов, которые советская армия освобождала от оккупации. Поднявшись наверх, вы действительно увидите, за что же они сражались. Здесь панорама практически всего города, панорама Волги, того самого длинного моста. Ну и просто прийти сюда, посидеть, посмотреть. Я думаю, закаты здесь просто потрясающие. Следующая точка нашей прогулки – это поиски Крестовоздвиженского женского монастыря.
Почему поиски? Да потому что монастыря уже давно нет, а вот его элементы и отголоски остались в уголках и улочках города. А здесь, в жилом доме, в арке жилого дома находятся колокола. Их очень много в память, собственно, о том, что здесь был монастырь, и они 2 раза в день звенят. Нам не сказали точное время, но я думаю, что жильцы удивляются каждый раз по такому необычному будильнику. Прошла буквально пара минут, мы уже собирались уходить, и тут звонила ожила. Помните, мы в начале выпуска упомянули Юрия Гагарина и набережную космонавтов? Все не просто так. Мы отправляемся чуть-чуть за город, в важные места для отечественной и мировой космонавтики. Кто был в Москве на ВДНХ, тот знает, что там есть точно такой же памятник. Это его уменьшенная копия, потому что в этом месте приземлился первый космонавт нашей планеты Юрий Гагарин. Где-то вот здесь приземлился сам Юрий, а где-то в 5 километрах отсюда приземлилась его капсула, в которой он спускался. Мы в парке покорителей космоса. И 60 лет назад здесь не было ничего, просто поле. А сегодня здесь парк памяти этому великому событию. Такой автобус стильный. Как думаешь, дружан, удастся нам вчехлить им, что мы местные одаренные дети? Чего? Ты просто не понимаешь местный сленг. Вчехлить — это значит убедить, а дружан — это друган. ГЖ чередуется по правилам русского языка. Не, ты не похож на местного. Ну, наверное, это даже хорошо. Жаль, что не получается у меня так быстро менять язык, так же, как в мобильном приложении Кведа у нас появилась такая функция, и это работает даже в чатах. Вот такая интеграция. Прежде чем посетить музей, в парке вас встретит копия автобуса, на котором космонавтов везли до летательного аппарата. Эта крошка работает! Конечно, этот автобус никуда особо не ездит. Говорят, он парочку специальных таких проездок сделал, что-то здесь снимали. Мы о таком просить не будем, но во всяком случае это не просто декор. Это машина с работающим двигателем. Это настоящая копия того самого советского автобуса, в котором космонавты ездили от финального центра подготовки до ракеты. Здесь были комфортные, в тот момент это были просто бизнес-класс места для космонавтов. Здесь сидел Гагарин, здесь сидел Титов, здесь разные их товарищи, конструкторы, другие люди, которые были нужны в полете. И, собственно, автобус снаружи максимально обычный, которые ездили тогда по дорогам, но внутри можете видеть много странного оборудования. Например, вот эта конструкция была нужна для того, чтобы подключаться к космонавтам здесь через скафандр, охлаждать их, делать много других вещей, потому что скафандр — это не просто гидрокостюм, знаете ли, а сложное устройство, в котором много всяких технологий спрятано. Здесь был вентилятор, чтобы охлаждать, потому что жара была большая, хотя в апреле было еще не так жарко. В общем-то, не так много всего здесь есть, но, во всяком случае, понимать, что даже такой детали, как просто добраться до ракеты, было уделено такое большое внимание, уже очень интересно. Говорят, что у космонавтов есть традиция перед полетом пописать на колесо. Возможно, кто-то так и делает, но во всяком случае вот у советских космонавтов в автобусе сзади был прямо туалет настоящий, в котором можно было сходить и сделать все самые важные дела, потому что полет штука опасна, и поэтому было страшно. Я слышал, что какое-то количество лет Советский Союз засекречивал факт приземления Гагарина на парашюте, чтобы не раскрывать, что он не приземлялся внутри капсулы, потому что была какая-то история с рекордом. Да, действительно, долгое время считалось, что Юрий Гагарин приземлился в спускаемом аппарате. Это было необходимо для фиксирования мировых рекордов. Это как сейчас приземляются космонавты в таком шаре. Вот изначально планировалось не просто катапультирование, а именно сразу 2 точки приземления, и это только корабли «Восток». В «Восходах» уже начали приземляться в капсулах. Для рекорда нужно было как раз приземлиться в капсуле, а тогда это было технически еще сложно, поэтому космонавт катапультировался и приземлялся на парашюте. Но об этом не то чтобы это прямо скрывали, но очень четко не отвечали на вопросы, как именно приземлился, просто приземлился. Вот так. Одно из самых атмосферных мест в парке — это маршрут 108. Это 108 минут, 108 плиток, на которых выгравированы все переговоры Гагарина с Центром управления полетом. А теперь погнали во вторую часть парка, место приземления спускаемой капсулы Гагарина, в которой Юрий Гагарин находился в космосе, проходил плотные слои атмосферы, ну а потом с ней попрощался, вылетев в
катапульте отсюда на высоте 7 километров, потому что приземляться в ней на Землю было опасно. Он летел на своем парашюте, капсула на своем. И здесь вы видите огромные такие иллюминаторы. Понятно, что они сделаны просто, чтобы мы посмотрели вовнутрь. Видно, что копия не самая детальная. Вряд ли корабль выглядел именно вот так. Но, тем не менее, можно его потрогать. И он даже прям горячий, потому что сегодня жарко. Но температура обшивки во время спускания этой капсулы в атмосферу на самом деле была несколько тысяч градусов. А дальше был новый день и новое решение. Отправиться подальше в область и получить побольше аутентичных впечатлений. Есть под Саратовом село, которое называется необычное. Ну, точнее, слово достаточно обычное, но вот название, в общем, то ли оно уходит к названию кустарника, то ли к названию рыбы, то ли к немецкому слову ямы. В общем, называется оно Лох. Кто-то хочет его переименовать, но я считаю, что это отличное название, потому что это мем, это туризм и вообще это весело. Но сегодня, кстати, еще холодно, похолодало, дождь пошел, а я куртку забыл. И, короче, мы поехали такие по селу и думаем, и чего, и как, и вот как к местным обращаться, а не обидим ли мы их, а не получим ли мы по шее за такое, а не тяжелая ли у них судьба. Одни вопросы, ответов ноль. Значит, ехали, и первые своим лоховским гостеприимством, и не только, нас принимали на пасеке. Пасеки обычно пьют для храбрости до. Ну давай, для храбрости выпьем и пойдем. Хозяин пасеки Геннадий из своего участка устроил роскошное и функциональное арт-пространство, в котором не только добывает мед, но и принимает гостей. А как он сам сюда попал? Про лох знать не, ну, знал лох, ну, не больше, чем там. Вот гремячка и сноуборас, и лох. Какая хер разница, что. Начали у местных спрашивать, это что такое? Ну, поинтересовались. И влюбились в это место. Тут еще мельница была, но она не была как туристический маршрут, просто мельница и мельница. Потом все начало развиваться уже. Вот. И вот купили дом, вот этот здесь для пчел. А потом начала мельница развиваться. Попадая в Лох, сразу делаешь вывод, что местные жители следят за историей и внешним обликом села. Есть здесь и совершенно уникальные объекты культурного наследия. Кстати, далеко не у каждого села есть своя достопримечательность. В селе Лох их сразу несколько. Например, вот эта мельница. Она внутри находится, мы сейчас посмотрим. Ей 170 лет. В мельнице мы встретили Татьяну, которая наконец-то рассказала нам, почему такое название и как вообще адекватно обращаться к местным жителям, чтобы не получить по башке. Когда вы ехали, да, по селу, могли обратить внимание, то, что такая низина среди холмами. От немецкого слова «лог» – яма, дыра. Есть даже целая история, как будто ехала когда-то Екатерина мимо и повернула голову, увидела вот эту низину и воскликнула «О, лог!». И, естественно, тут же все это было записано, и тут назвали так село. Поэтому это один из вариантов. Все так прозаично и просто. Самый прозаичный, но есть более интересный. Здесь у нас протекает река Соколка оранжевая, могли обратить внимание, да? И в этой реке, она когда-то была чистая, и в ней водилась речная форель. Мужской особь речной форели носит наименование лох. Местный промысел лоховчан назывался разводить лохов, то есть разводить речную форель. То есть разводить лохов — это не просто отжимать мобильники в Подмосковье, это разводить форель. Это разводить форель, да. И местные жители очень гордились своим таким ремеслом, и оно было здесь очень распространено. Но затем уже местные жители, энтузиасты, они очень интересно расшифровали село Лох. Это как аббревиатура «Людей объединяет хорошее». То есть сразу впечатление о селе меняется. Я слышал другие в детстве аббревиатуры, но я возьму вашу, она мне нравится больше. А как правильно называются жители? Лоховчане. Исключительно лоховчане. А один лоховчанин. Лоховчанин. Ну, начнем с того, что это мельница водяная. И работала она исключительно от воды первое время, первые 100 лет, если быть точным. Она 1851 года постройки. То есть мы с вами сейчас находимся в здании, которому
порядка 170 лет. Здание полностью сохранено в оригинальном состоянии, то есть никогда его не перестраивали, только реставрировали по необходимости. В 1953-м она была электрифицирована и, получается, работала уже от электричества вплотную до 2001 года. В селе проводили электричество, и мельницу также не обошел этот прогресс. Провели электричество, и все стало намного проще. Мельник подходил, нажимал кнопку, механизм начинал работать. В таких селах в целом, в российских, небольших, хотя ваше достаточно большое, немного достопримечательностей. У вас они есть. Вы их сами так прокачали, сохранили и развили, или просто повезло? Тут, смотрите, тут такой момент везения. Лох — это вообще само по себе, это уникальное село, оно притягивает к себе и уникальных людей, и уникальные события. И то есть здесь настолько, можно сказать, ряд таких факторов, что человек просто... Они приезжали сюда абсолютно, когда село было не раскрученное, не на слуху, ничего подобного не было. Они просто приезжали в прекрасное, тихое, природа, ну, с такой замечательной природой село. И в итоге все выросло вот в такую историю, что местные достопримечательности, они известны по всей России. То есть местные, можно сказать, производители. Вот одна из точек притяжения — это сыр дяди Юры Карамзина, куда мы обязательно попадем. Сад неправильно скульптурова, и вот его сыр является брендом Саратовской области, то есть он победил в конкурсе «Вкусы России», то есть можете себе представить, насколько это все широко получило свое развитие. Маркетинг. Вот этот сыр из лоха. Из лоха. Или от лоха. От лоха. От лоха. Я еще не из до конца лоха, от лоха. Топонимику выучил здесь. Смотрите, здесь сверху масло, огромное количество специй. Выглядит это сочно, вкусно. Сказали, вкус даже меняется от количества выдержки. Но пробовать мы его, конечно же, не будем, потому что у меня вообще есть теория, что баночка всего одна, про нее просто рассказывают, сыра нет, посмотри, никакого. Здесь написано число какое? 25 мая. 25 мая, он только положен. Это еще не сыр вообще. Сколько он выдерживается? Ну, старт где-то, ну, как минимум 2 недели, это вот прям минимум старта. А так он может лежать и год. Ну то есть вы поняли прикол? Я держал в руках титулованный сыр, известный на пол России, побывал в месте его производства и не попробовал. Меня уже можно называть местным. Но не только сыром занимается дядя Юра. У него есть свой сад неправильных фигур. Для него презентовать свои скульптуры, это целый перформанс. Ну, конечно, если есть мельница, конечно, Дон Кихот. Конечно, Дон Кихот, он приехал из Испании бороться с мельницами, пока ехал, все-таки 5500 километров. Росинант сдох. Санчо Панс ушел в бизнес, но Дульсинея не дура, она ушла вместе с Санчесом. Он приехал бороться, увидел, влюбился, остался. Вообще Дон Кихот, я считаю, что это самый известный великий лох в мире. Его кидали все. Он на родине. Лохи живут где? Он все еще... Лохи живут в Карелии, мы знаем. В лоху! Лохи живут в лоху. Специальная деревня для великих лохов. Лохи, я услышал лоси. Нет, лохи. И не очень. У вас есть мельница, мы только что там были. Он ее все еще не разнес? Нет, еще нет, но он лох. Он на родине. Своих не бьют. Во многие работы дядя Юра вкладывает особый философский смысл. Это такой велосипедист, неудачник. Ему 5 метров до финиша, у него ломается колесо. Ему нужно на свидание, он опаздывает на электричку. Ему нужно поставить цветы в горшок. Он бьет горшок. Он его проблем разделить в один день. Он их сам создает и сам пытается решать. Он далеко не лентяй, он берется за все. У него в руках все кипит. Но как дело доходит до конца, это треснет, лопнет, упадет, развалится, забудется. Эта баночка с неудачей, она так катит за ним всю жизнь. Так что, не дай бог, если будет у тебя в жизни неудача, смотри назад сразу. Нет ниточки, веревочки, отряхай все сразу, или будешь качать колесо всю жизнь вот так. Перед вами эта скульптура как карта. Перед вами страна Испания. На этой скульптуре, как на карте, каждый квадратик – это город, провинция, деревня, населенный пункт. Все есть квадратик. Испания, конечно, королевство, и, конечно, есть король, но король не в центре, не в главе государства. Он сбоку, как гарант Конституции, не более. Эта рука – это движение, фламенко, танец, пики – это коррида, пикадоры, завоевание, крест. Крест всегда на груди испанцев. Они благодарят Господа за то, что такая хорошая плодородная земля. Но, видать, не все хорошо. Рука одна левая, а правая. А правая рука Барселона. Он говорит, ребята, это вы испанцы. А мы каталонцы. Извините нас, мы не с вами. И вся страна идет вперед.
а ноги смотрят назад. Это баски. Они говорят, ладно, каталонцы, мы к вам вообще никакого отношения не имеем, и вы нас не хотите отпустить, но когда вы все равно шагнете вперед, и мы шагнем, но в другую сторону. Интересный факт. В творчестве, да и во внешнем виде дяди Юры прослеживается много всего испанского, и это не просто так. Он 10 лет прожил в Испании, а затем решил переехать в Лох, выращивать сыр и ваять скульптуры. Получается, почетный житель села. Здесь нормальные люди не задержатся. Здесь все переходят почему-то из нормальных в ненормальные. Но ненормальность, оно у всех по-разному проявляется. Ну вот, как один в тюрьме сидит, второй художник, третий не в себе, четвертый там пытается, вот козьи сыровые были тоже, я не скажу, что это ненормальность, просто особенный. А вы какой по счету? Я тоже один из, потому что вот это вот я же ни разу не художник, что-то у меня тут, я думаю, это от воды зависит. Воздух особый? Не, воздух, а вот вода, да. В Лохе нам понравилось, и мы уже собирались уезжать, но наткнулись на скалы. Много лет назад, лет 200, было море. Значит, 50 миллионов триллионов назад лет здесь было море. А потом здесь, значит, в данной ситуации у нас можно наблюдать замерзших, засохших кальмаров. Это все слои древних пород. Вот. Потом сюда приехали, собственно, первооткрыватели, так называемые лохищики, и нашли остатки древнего моря. Моря здесь больше нет, но здесь море красоты, море, так сказать, хороших, добрых людей и море лоховчан. Вот. Спасибо. Хоть местные и говорят, что Лох не отпускает, все же к вечеру мы вернулись в Саратов. Завершить этот вечер мы решили на набережной, откуда и начинали. Наступила ночь, мы пришли на ту же набережную, чуть-чуть в другое место. И, во-первых, это обалдеть, как по-другому все выглядит. Мост светится, луна огромная, знаете, как Бруклинский мост есть? Нет, есть Саратовский мост, вот это тоже тема, он еще и длиннее. Ладно, мы не будем мериться длиной мостов. Еще хочу сказать, что здесь сразу появляется больше людей, появляются другие люди, они веселятся. Сегодня суббота, здесь просыпается жизнь, мы эту жизнь сейчас хотим посмотреть. Одно из самых ярких ночных мест Саратова – это ресторан «Воск». Достаточно пойти на звук и на красивых танцующих людей, и ноги сами приведут вас в это место. Здесь можно поесть, потанцевать, покуражиться и попробовать классные авторские коктейли. Последний пункт был ответственно выполнен. В целом это такой классический, хороший петербургско-московский бар, который скорее петербургский, потому что он находится на берегу Волги, а не Невы. Вот такая история. Там есть большая зона снаружи, где люди отдыхают, смотрят на воду, смотрят на луну, любуются такой вечерней природной красотой. И внутри, конечно, вы можете посидеть комфортно, музычка, свечи, все хорошо. Но что больше всего меня зацепило, по пятницам здесь проходят джаз-вечера. Здесь играет настоящий джаз, настоящие джазмены сюда приходят, поют, и жалко, что сегодня не пятница. Так как это место ночного притяжения, то с наступлением темноты и огни стали ярче, и гости подвижнее, и музыка чуть громче. Кстати, ее сами организаторы называют интеллектуально-электронной. Это очень редкая история в провинциальных городах, и сейчас это в Москве, в столицах это все уже давно в топе, в провинциальных городах это только развивается, мы пытаемся быть на коне, скажем так, и все это дело впускать в массы, делиться и показывать, что это классно, круто и вообще и весело. Как вам такое завершение дня? Получилось довольно-таки энергично, насыщенно и многогранно. Что хочется сказать, Саратов меня очень приятно удивил, потому что у меня не было никаких ожиданий от города, во-первых. Я, правда, ничего про него не знал, даже про то, что здесь учился и приземлялся Гагарин. Мне понравилась городская пешеходная часть, это респект.
10 километров пешеходных улиц, это круто, такого нету даже в столичных городах. Здесь река большая, что для меня тоже было... Я изменил отношение к большой воде именно в виде рек. Здесь классные набережные, здесь классные люди, здесь классные субурбии, можно сказать по-американски, соседние деревни. Есть какая-то своя личная культура города, своя идентичность. Во всяком случае, ее очень стараются развивать, и местный маркетинг здесь точно на уровне. Мы поедем исследовать наши города дальше. Вы смотрите чек-лист. Ну и спокойной ночи, видимо. В этом выпуске мы с вами погрузились в многогранный Саратов и немного коснулись его области. Вдоль и поперек исходили набережную Космонавтов, исследовали надземную и подземную архитектуру старого и нового города, намотали километры по пешеходной части кольца, познакомились с главными символами – гармоникой и калачом. Побывали на месте приземления Юрия Гагарина, познакомились с жителями села Лох и прониклись их отношением к жизни, и с ночными танцами закончили наше путешествие по такому разнообразному и гостеприимному Саратову.